Урок 1. Исторические новинки. Знаете ли вы о первой библиотеке, первой газете и первом здании музея? Да, это захватывающие исторические вехи. Каждая из них сыграла важную роль в формировании нашего общества. Абсолютно. Библиотеки всегда были незаменимы для обмена знаниями и образования. А газеты играют важную роль в информировании общественности о текущих событиях и проблемах. Точно. Они оба вносят свой вклад в создание хорошо информированного сообщества, что жизненно важно для демократии. С другой стороны, музеи сохраняют нашу историю и культуру, позволяя нам извлекать уроки из прошлого. Верно. Они обеспечивают ощутимую связь с нашим наследием и пробуждают интерес к различным культурам. Удивительно, как эти учреждения развивались с течением времени, сохраняя при этом свои основные задачи. Я согласен. Они продолжают адаптироваться к современным технологиям и социальным потребностям, делая их еще более актуальными. Урок 2. Заблуждаемся. Изучая город, я оказался в совершенно другом районе. А нет. Как вы вернулись туда? Где вам нужно было быть? Я полагался на карту своего телефона, но также спросил у нескольких местных жителей, как добраться по дороге. Это разумный подход. Местные жители часто знают лучшие короткие пути и маршруты. Точно. Они были очень полезны, и это сделало мой опыт более приятным. Я рада это слышать. Заблуждение иногда может привести к неожиданным приключениям. Верно. Я обнаружил несколько скрытых драгоценных камней, которые иначе я бы не нашел. Это одна из радостей путешествия. Иногда самые лучшие воспоминания возникают в результате незапланированных моментов. Я полностью согласен. Все это часть путешествия, и в дальнейшем у вас появятся отличные истории. Урок 3. Готово к использованию. Вы не торопитесь, спешить некуда. Хорошие новости. Теперь новая комната готова для вас. Приятно это слышать. Благодарю вас за терпение, пока я поселился. Совсем без проблем. Я хочу убедиться, что все идеально подходит для вашего пребывания. Спасибо. Мне очень не терпится насладиться новым пространством. Уверен, вам понравится. Здесь уютно и хорошо оборудовано для ваших нужд. Не могу дождаться, когда смогу это проверить. Все дело в удобном номере. Абсолютно. Дайте мне знать, если вам понадобится что-то еще во время вашего пребывания. Я так и сделаю, спасибо. Мне не терпится расслабиться и отдохнуть в своей новой комнате. Урок 4. Стоимость такси. Стоимость такси будет зависеть от расстояния и трафика. Обычно она составляет от 20 до 30 долларов. Это звучит довольно стандартно для поездки в город, особенно с учетом возможных задержек на дорогах. Да, в часы пик оно может быть немного выше из-за более длительного времени ожидания. В этом есть смысл. Всегда полезно учитывать такую возможность при составлении бюджета на транспортировку. Абсолютно. Я бы предпочла быть готовым, чем быть застигнутым врасплох непредвиденными расходами. Я согласен. Также на всякий случай полезно иметь альтернативные варианты, такие как услуги совместного использования поездок. Верно. Наличие нескольких вариантов может дать вам большую гибкость и, возможно, сэкономить деньги.
Точно. Я учту это в своей следующей поездке. Отличная мысль. Заблаговременное планирование всегда окупается. Урок 5. Условия для игроков. Для игрока были поставлены условия, которые значительно ограничивали его возможности. Звучит неприятно. Имел ли игрок свободу обсуждать свои условия? К сожалению, нет, у него не было возможности эффективно предложить свой контракт и провести переговоры по нему. Это сложная ситуация. Игроки должны иметь право вести переговоры на справедливых условиях. Точно. Для их карьеры и финансового благополучия важно иметь хоть какой-то контроль. Я полностью согласен. Не имея возможности вести переговоры, они могут упустить лучшие возможности. Игрокам очень важно заручиться поддержкой своих агентов, которые будут защищать их интересы. Абсолютно. Наличие человека, разбирающегося в отрасли, может существенно изменить ситуацию к лучшему. Надеюсь, что в будущем ситуация изменится, и игроки получат больше свободы и возможностей. Урок 6. Выбор материалов. Тебе это подходит? Как насчет этого фруктового? Прекрасно, но для меня это слишком мило. У вас есть что-то более сбалансированное. Понимаю. Как насчет этого? У него приятное сочетание вкусов, но при этом оно слишком сладкое. Звучит отлично. Я ценю варианты на любой вкус. Абсолютно. Важно учитывать, что каждый человек предпочитает, особенно когда речь идет о вкусах. Я полностью согласен. Это делает опыт намного более приятным для всех участников. Точно. Кроме того, поиск правильного баланса может улучшить впечатление от дегустации. Мне не терпится попробовать этот вариант. Думаю, мне он подойдет. Отличный выбор. Посмотрим, как оно сочетается с остальным блюдом. Урок 7. Предпочтения в отношении материалов. Также подумайте о материале, который вы предпочитаете, вы хотите что-то прочное. Да, долговечность важна для меня, особенно для вещей, которые я планирую часто использовать. Я прекрасно понимаю. Инвестиции в качественные материалы могут сэкономить вам деньги в долгосрочной перспективе. Точно. Я лучше сейчас потрачу немного больше, чем буду постоянно что-то менять. Это разумный подход. Всегда полезно сопоставить долгосрочные выгоды с первоначальными затратами. Я согласен. Кроме того, прочные изделия в целом часто обеспечивают лучшую производительность. Конечно, давайте найдем варианты, которые не только соответствуют вашему стилю, но и соответствуют этим стандартам долговечности. Звучит отлично. Я ценю твою помощь в поиске правильного выбора. Мне очень приятно. Мне не терпится увидеть, что мы сможем найти вместе. Урок 8. Благоприятное окружение. Я поняла, что когда мне хочется сдаться, мне очень помогает окружение поддерживающими меня людьми. Это так. Наличие сильной системы поддержки может сыграть решающую роль в поддержании мотивации. Точно. Кроме того, я регулярно отслеживаю свой прогресс, чтобы понять, как далеко я продвинулся, что помогает мне сосредоточиться. Звучит как отличная стратегия. Видеть ваши достижения, какими бы маленькими они ни были, может быть невероятно воодушевляющим. Это действительно так.
Это напоминает мне, что каждый шаг важен, даже если путешествие кажется трудным. Мне нравится такой образ мышления. Важно по ходу дела праздновать эти маленькие победы. Определенно. А рассказывая о своих целях друзьям, я чувствую ответственность и мотивацию двигаться дальше. Понимаю, как это сработает. Приятно, когда люди подбадривают тебя, когда ты стремишься к достижению своих целей. Конечно. Вместе мы сможем возвысить друг друга и преодолеть любые препятствия, с которыми столкнемся. Урок 9. Изучение вариантов. Я уверен, что вы найдете правильный выбор, если просто не торопитесь и изучите различные варианты. Это хорошие замечания. Иногда спешка может привести к решениям, о которых мы потом пожалеем. Точно. Уделяя время исследованиям и размышлениям, мы чувствуем себя более уверенно в своих решениях. Я полностью согласен. Я часто считаю, что лучшие решения приходят тогда, когда я даю себе возможность подумать. Да также полезно обсудить варианты с кем-то еще, чтобы по-новому взглянуть на ситуацию. Абсолютно. Обсуждение идей может открыть новые возможности, о которых мы, возможно, даже не думали. Верно. Кроме того, это поможет прояснить, что для нас наиболее важно при принятии этих решений. Теперь я с нетерпением жду возможности более тщательно изучить свои варианты. Спасибо за поддержку. В любое время. Я верю, что в конце концов вы сделаете выбор, который вас действительно порадует. Урок 10. Обеденный опыт. Останьтесь подольше, мне очень нравится эта трапеза с вами. Я тоже. Я определенно порекомендую это место другим. Еда просто фантастическая. Это действительно так. Простите, не могли бы вы принести нам еще одну порцию напитков? Звучит отлично. К этому вкусному блюду мне не помешало бы чего-нибудь освежающего. Думаю, здесь царит еще более приятная атмосфера. Здесь так уютно и уютно. Я полностью согласен. Приятно найти место, где можно расслабиться и насладиться хорошей едой. Точно. Мне нравится открывать для себя новые места в таких местах. Так ужинать там намного интереснее. Да, и поделиться этим с хорошей компанией еще лучше. Конечно. Я рада, что мы решили приехать сюда вместе. Это был прекрасный вечер. Урок 11. Свежие и консервированные фрукты. Вы обычно покупаете свежие или консервированные фрукты. Я предпочитаю свежие фрукты, такие как яблоки и бананы. Они намного вкуснее и полезнее. Я прекрасно понимаю. Свежие фрукты обладают такой природной сладостью и хрустом, с которыми просто невозможно сравниться в консервированных фруктах. Точно. Кроме того, они богаты питательными веществами, которые часто теряются в процессе консервирования. Отличное замечание! Я также считаю, что свежие фрукты имеют более яркий вкус. Да, и я люблю использовать их в смузи или в качестве закусок в течение дня. Смузи– отличный способ насладиться разнообразными фруктами одновременно. Мне стоит попробовать их чаще. Вам определенно стоит. Это вкусный и простой способ получить ежедневную порцию фруктов. Отныне я поставлю себе цель включить в свой рацион больше свежих фруктов. Урок 12. Занятия в гимназии. Есть гимназия, где учащиеся посещают занятия физкультурой, что отлично подходит для поддержания физической активности. Звучит отлично.
Должно быть, это оживленное место, где проводятся все мероприятия. Да, в тренажерном зале также проводятся танцы, что делает его универсальным местом для проведения мероприятий. Мне это нравится. Прекрасно иметь место, где студенты могут собираться вместе, чтобы заниматься спортом и веселиться. Точно. Это создает чувство общности и побуждает всех к участию. Кроме того, организация мероприятий в центральном месте позволяет всем желающим присоединиться к ним. Это правда. Это укрепляет школьный дух и командную работу среди учеников. Я могу себе представить, как увлекательно во время соревнований. В спортзале всегда царит заряд энергии. Абсолютно. Это пространство, наполненное возможностями для обучения и роста во многих отношениях. Урок 13. Запрос рейса. Конечно, о каком рейсе вы говорите? Маршрут, идущий из Нью-Йорка в Лондон, это должен быть отличный маршрут. Ах, это... Я слышала, что она популярна и может быть довольно удобной. Да, я читал, что авиакомпании предлагают отличные удобства на этом маршруте, что является бонусом. Приятно это знать. Приятный полет имеет решающее значение, особенно в дальних путешествиях. Точно. Я всегда ищу рейсы с хорошим обслуживанием и расслабляющей атмосферой. То же самое и здесь. Это действительно улучшает впечатление от путешествия, когда вы чувствуете себя комфортно во время полета. Не могу не согласиться. Давайте будем следить за предложениями на этот рейс. Я бы с удовольствием поехал в ближайшее время. Определенно, я в восторге от возможности исследовать Лондон вместе. Урок 14. Общественный транспорт. Тогда давайте проведем небольшое исследование. Конечно. Думаю, нам следует воспользоваться общественным транспортом. В городе часто так удобнее. Отличный выбор. Общественный транспорт поможет нам избежать пробок и сэкономить на оплате парковки. Точно. Кроме того, это дает нам возможность лучше увидеть город во время путешествий. Верно. Нам нужно будет уехать пораньше, чтобы успеть добраться до места назначения. В этом есть смысл. Лучше приехать пораньше и насладиться неторопливой прогулкой раньше наших планов. Абсолютно. Изучение окрестностей может быть таким же увлекательным занятием, как и основное событие. Не могу дождаться. Давайте соберем всю необходимую информацию и спланируем маршрут. Похоже на план. Я с нетерпением жду нашего приключения на общественном транспорте. Урок 15. Написание песен. Вы можете превратить это в песню, которую сможете спеть. Звучит забавно. Есть так много слов, которые рифмуются с другими, например, улыбка и миля. Точно. Рифмовка может придать текстам красивый ритм и плавность. Мне нравится, насколько творческим может быть написание песен. Это все равно, что рисовать словами. Абсолютно. Каждая строка может вызвать эмоции и рассказать историю уникальным образом. Да, и вы можете поэкспериментировать с разными темами и идеями, чтобы сделать их по-настоящему своими. Думаю, это прекрасный способ выразить себя и пообщаться с другими с помощью музыки. Определенно. Теперь меня вдохновляет написать что-то оригинальное. Давайте вместе проведем мозговой штурм. Мне бы очень понравилось. Совместная работа может привести к потрясающим творческим результатам.
Урок 16. География побережья. Побережье красивое, но во внутренних районах его очень мало, потому что здесь нет сельского хозяйства и трудно добыть воду. Это правда. Такие регионы, как Долина Смерти, имеют уникальные ландшафты, сформированные этими факторами. Точно. Удивительно, как география может повлиять на образ жизни и экономику региона. Я согласен. Контраст между пышными прибрежными районами и засушливыми внутренними районами поразителен. Да, и это заставляет вас оценить разнообразие экосистем, которые существуют в разных местах. Конечно. Изучение этих областей может многое рассказать нам о природе и устойчивом развитии. Мне бы очень хотелось посетить побережье и внутренние районы, чтобы воочию увидеть различия. Звучит как потрясающее путешествие. В каждом районе есть своя история и своя красота. Я в восторге от идеи исследовать эти уникальные пейзажи вместе. Урок 17. Домашние животные как семья. Домашние животные похожи на семью, поэтому создание комфортного дома для них действительно важно. Абсолютно. Они, как и мы, заслуживают безопасного и уютного места. Точно! Я всегда стараюсь, чтобы у них были уютные кровати, игрушки и место для игр. Это замечательно. Удивительно, сколько радости они приносят, когда им комфортно и комфортно. Да, и хорошо спроектированное пространство может предотвратить беспокойство и способствовать их Не благополучию. могу не согласиться. Очень важно учитывать их потребности при обустройстве дома. Конечно, счастливый питомец часто означает и счастливого владельца. Абсолютно. Все дело в том, чтобы наладить эту связь и сделать так, чтобы они чувствовали себя любимыми. Мне нравится, как мы можем создать благоприятную среду для наших пушистых друзей. Урок 18. Готовим вместе. Думаю, картошка почти готова. Можете проверить, золотисто-коричневая ли она. Конечно. Я посмотрю, как они готовятся. Они уже должны быть идеально хрустящими. Это было бы здорово. Мне нравится, когда они выходят в самый раз в таком красивом золотом цвете. Абсолютно. Идеально обжаренный картофель действительно украсит блюдо и сделает его особенным. Да, они придают такую восхитительную текстуру и вкус, особенно в сочетании с основным блюдом. Я уже представляю, насколько они будут вкусными с добавленными нами травами и специями. Точно. Готовить вместе еще приятнее, это все равно, что создавать шедевр на кухне. Я согласен. Есть что-то приятное в совместной работе по приготовлению еды с нуля. Кроме того, это дает нам возможность близиться и посмеяться, пока мы занимаемся этим. Урок 19. Отдых на свежем воздухе. Звучит как отличная идея. Мы могли бы вместе расслабиться и подышать свежим воздухом. Я полностью согласен. Время, проведенное на свежем воздухе, может быть очень омолаживающим, особенно после напряженной недели. Точно. Мне нравится ощущение легкого бриза и тепла солнца на моей коже. Да, и это прекрасная возможность отключиться от экранов и насладиться природой. Абсолютно. Мы могли бы взять с собой закуски и просто посидеть в парке несколько часов. Звучит прекрасно. Мне бы очень хотелось найти хорошее место под деревом, где мы могли бы поболтать и расслабиться. Отлично.
У природы есть способ успокоить ум и поднять дух. Не могу дождаться. Это будет отличный отдых от привычной рутины. Давайте сделаем это в ближайшее время. Это будет освежающая смена темпа для нас обоих. Урок 20. Национальная сила. Укрепленная достижениями, Америка остается единственной незаменимой нацией в мире. Это интересная перспектива. Она подчеркивает влияние и ответственность, связанные с такой властью. Точно. Огромное влияние влечет за собой обязанность позитивно лидировать на мировой арене. Я согласен. Для любой страны важно использовать свои силы для укрепления сотрудничества и взаимопонимания. Да, и роль Америки в международных отношениях может существенно повлиять на глобальный мир и процветание. Абсолютно. Я верю, что достижения дают возможность вдохновлять и других. Конечно, важно придерживаться подхода, поощряющего сотрудничество, а не изоляцию. Не могу не согласиться. Вместе мы сможем более эффективно решать многие мировые проблемы. Приятно думать о потенциале позитивных изменений, когда страны работают вместе. Урок 21. Спорт и культура. Поскольку бейсбол и Raptors входят в Национальную баскетбольную ассоциацию, многие канадцы обеспокоены влиянием Америки. Это правда. Спорт часто отражает культурную динамику и может повлиять на национальную самобытность. Точно. Хотя доступ к популярным лигам — это здорово, он может затмить местные виды спорта. Я согласен. Важно, чтобы канадский спорт процветал наряду с этими крупными американскими лигами. Да, развитие местных талантов может помочь сохранить уникальную спортивную культуру Канады. Определенно. Все дело в том, чтобы найти баланс между признанием международного спорта и поддержкой отечественных талантов. Думаю, это очень важно для укрепления чувства гордости общества и поощрения участия молодежи в спорте. Абсолютно. Празднование местных достижений может вдохновить новое поколение спортсменов. Будем надеяться, что канадский спорт продолжит процветать и обретет свою индивидуальность. Урок 22. Дух Рождества. Чтобы отпраздновать Рождество, они посещают крошечный дом Боба Кречета, где видят, как семья готовит еду. Звучит как трогательная сцена. Всегда приятно видеть дух единения во время каникул. Да, и это подчеркивает важность семьи и сообщества в такое особенное время. Абсолютно. Простые радости совместного приема пищи могут оставить незабываемые воспоминания. Точно. Это напоминание о том, что дело не в расточительности, а в любви, разделяемой всей семьей. Не могу не согласиться. Именно эти моменты общения делают праздники по-настоящему значимыми. Да, и наблюдение за тем, как другие празднуют это событие, может вдохновить нас еще больше беречь свои традиции. Конечно. Все дело в том, чтобы радоваться мелочам и распространять доброту. Давайте воспользуемся этим духом в этот праздничный сезон и создадим наши собственные заветные воспоминания. Урок 23. Измерение. Длина ранга составляет около 60 метров, а ширина около 25 или 30 метров в любое время. Это довольно большая площадь. Впечатляет, сколько места это занимает.
Точно. Здесь можно заниматься различными видами деятельности и с комфортом разместиться многим людям. Представляю, насколько универсальным может быть это пространство для проведения различных мероприятий и собраний. Да, наличие такой большой территории открывает множество возможностей для спортивных и общественных мероприятий. Определенно. Приятно иметь помещения, способные удовлетворить самые разные потребности. Я согласен. Это способствует укреплению общественного духа и поощряет участие в мероприятиях. Кроме того, он может служить центром объединения людей, что всегда полезно. Будем надеяться, что в будущем будет создано больше подобных пространств для поддержки взаимодействия с общественностью. Урок 24. Объявление о транзитных перевозках. Да, они объявляют о каждом терминале. Просто послушайте, когда остановитесь. Это очень полезно. Это значительно упрощает навигацию по транспортной системе. Абсолютно. Четкие объявления действительно могут уменьшить путаницу и помочь пассажирам чувствовать себя более комфортно. Я согласен. Очень важно, чтобы все знали, где они находятся и куда направляются. Точно. Все дело в том, чтобы сделать путешествие максимально комфортным для всех. Я также благодарна, когда персонал дружелюбен и готов помочь в случае необходимости. Да, хорошее отношение может существенно повлиять на самочувствие людей во время путешествия. Мне это нравится. Это создает уютную атмосферу и побуждает больше людей пользоваться общественным транспортом. Конечно, когда транспортные системы отдают приоритет связи, это приносит пользу всем участникам. Урок 25. Удовлетворение трансформацией. Абсолютно. Приятно видеть трансформацию, не тратя целое состояние. Я полностью согласен. Для внесения изменений, которые оказывают большое влияние, часто не требуется большого бюджета. Точно. Простые настройки могут привести к значительным улучшениям в нашей среде. Мне нравится, как творчество может сыграть свою роль в достижении этих преобразований. Да, все дело в том, чтобы мыслить нестандартно и использовать то, что у вас уже есть. Я восхищаюсь таким подходом. Он поощряет устойчивость и изобретательность в наших проектах. Конечно. Кроме того, это вдохновляет других задуматься о том, как они могут внести изменения в свое собственное пространство. Мне не терпится увидеть, чего мы сможем достичь с помощью этого мышления. Давайте продолжим изучать идеи, способствующие позитивным переменам без больших затрат. Урок 26. Мировые бренды. Мир, наряду с Макдоналдс, Coca-Cola и Disney, впечатляет своим культурным наследием. Абсолютно. Эти бренды стали известными во всем мире и формируют восприятие. Да, и они часто отражают ценности и тенденции обществ, в которых они работают. Интересно, как им удается находить отклик у разных аудиторий, сохраняя при этом свою индивидуальность. Точно. Они адаптируют свои маркетинговые стратегии к различным культурам, и это впечатляет. Я согласен. Это показывает силу брендинга и важность понимания местных обычаев. Конечно, это тонкий баланс между верностью своим корням и использованием местных вкусов. Мне интересно узнать, как эти бренды будут продолжать развиваться в будущем.
Давайте рассмотрим их стратегии и посмотрим, как они справляются с меняющейся глобальной динамикой. Урок 27. Трудовая практика и критика. МИ регулярно проверяет и часто критикует трудовую практику Nike, что важно для подотчетности. Это правда. Это привлекает внимание к этическим последствиям производства на мировом рынке. Точно, учитывая недавние маркетинговые феерии Nike, важно найти баланс между прибылью и этическими нормами. Я согласен. Потребители становятся все более осведомленными и ожидают от брендов ответственных действий. И прозрачность трудовой практики имеет решающее значение для укрепления доверия клиентов. Интересно, как общественное мнение влияет на репутацию и успех компании. Конечно, компании, придерживающиеся этических норм труда, часто привлекают постоянных клиентов. Надеюсь, что другие бренды последуют этому примеру и уделяют приоритетное внимание благополучию своих сотрудников. Абсолютно. Давайте продолжим поддерживать тех, кто выступает за справедливую трудовую практику. Урок 28. Быть хорошим слушателем. И будьте хорошим слушателем, это очень важный навык в построении прочных отношений. Я обязательно учту это. Слушание действительно может помочь другим почувствовать, что их ценят и понимают. Точно. Удивительно, как многому можем научиться, просто обращая внимание на то, что говорят другие. Я согласен. Иногда людям просто нужен кто-то, кто выслушает их без перерыва. Да, и это может существенно повлиять на их самочувствие и готовность открыться. Мне нравится, как хороший слушатель может создать более глубокую связь между людьми. Конечно, это говорит о том, что вам не безразличны их мысли и переживания. Мне не терпится больше практиковать это в своих беседах. Это очень ценная черта. Это действительно так. Вместе мы сможем побудить друг друга стать лучшими слушателями. Урок 29. Поддержание производительности. Я пока не уверен в лучшем подходе, меня беспокоит сохранение производительности. Это серьезная проблема. Важно найти подходящий для вас баланс и при этом не чувствовать себя подавленным. Точно. Я хочу быть сосредоточенной и эффективной, не теряя сил. Я прекрасно понимаю. Возможно, постановка небольших и достижимых целей поможет вам сохранить мотивацию. Отличная идея. Разбивая задачи на более мелкие части, они кажутся более управляемыми. Да, и это позволяет вам праздновать небольшие победы, что может воодушевлять. Мне это нравится. Важно признавать прогресс, каким бы незначительным он ни казался. Абсолютно. Отслеживание ваших достижений также может помочь вам сохранить мотивацию с течением времени. Я собираюсь реализовать эту стратегию. Я ценю вашу поддержку и понимание. Урок 30. Помощь в бронировании. Это работает? Не могли бы вы забронировать его для меня, пожалуйста? Конечно. Я сразу завершу бронирование и позабочусь о том, чтобы все было готово. Спасибо. Я очень ценю вашу помощь в организации этого мероприятия. Это совсем не проблема. Я с радостью помогу вам спланировать поездку. Я в восторге от этого путешествия. Зная, что обо всем позаботиться, становится еще лучше.
Я рада это слышать. Как только все будет готово, я пришлю вам все данные для подтверждения. Отлично. Если все будет написано в письменном виде, я смогу следить за нашими планами. Абсолютно. Я обязательно включу всю важную информацию, которая вам понадобится. Еще раз спасибо за то, что справились с этим. Это значительно упрощает мне процесс. Урок 31. Персональные кулинарные книги. Мне нравится эта идея. Это сделает кулинарную книгу более личной и особенной. Точно. Добавление наших любимых рецептов позволит создать уникальную коллекцию, отражающую наши вкусы. Да, и это отличный способ сохранить воспоминания, связанные с каждым блюдом, которое мы попробовали. Я полностью согласен. Совместное приготовление пищи и обмен этими впечатлениями добавляют много смысла. Кроме того, мы можем добавить небольшие примечания о том, почему каждый рецепт важен для нас. Это чудесный штрих. Благодаря этому кулинарная книга станет настоящей семейной реликвией. Мне не терпится начать все компилировать. Это будет очень интересный проект. Я тоже. Давайте соберем наши любимые рецепты и проявим творческий подход к макету. Мне не терпится увидеть, что из этого получится. Это станет ценным дополнением к нашей кухне. Урок 32. Внимательное рассмотрение. Верно, важно помнить о потенциальных последствиях наших действий. Абсолютно. Учет результатов может помочь нам принимать более эффективные решения в будущем. Я согласен. Легко действовать импульсивно, не думая о том, как это может повлиять на других. Да, и если вы уделите время размышлениям, это поможет избежать недоразумений и конфликтов. Точно! Речь идет о создании более продуманного подхода к нашему взаимодействию. Мне нравится эта перспектива. Это побуждает нас быть более осведомленными и уважительными по отношению друг к другу. Конечно, рассматривая влияние наших решений, мы создаем более позитивную атмосферу. Меня вдохновляет практиковать эту внимательность в повседневной жизни. Давайте вместе привлечем друг друга к ответственности и будем поощрять такое мышление. Урок 33. Медицинский миссионер. Ливингстон намеревался стать медицинским миссионером. Это значит, что он станет врачом, проповедником и учителем. Это замечательный путь. Сочетание медицины с образованием и верой может оказать мощное влияние. Точно! Это свидетельствует о стремлении служить как телу, так и духу нуждающихся людей. Мне нравится эта идея. В ней особое внимание уделяется комплексному уходу, заботе о физическом и эмоциональном благополучии. Конечно, такие роли могут вдохновлять сообщество и повышать осведомленность о здоровье. Приятно думать о том, как один человек может положительно повлиять на жизнь многих людей. Да, и это подчеркивает важность сострадания как в медицине, так и в образовании. Я согласен. Давайте не будем забывать о ценности служения другим и в нашей собственной жизни. Абсолютно. Это отличное напоминание о необходимости внести позитивный вклад в развитие наших сообществ. Урок 34. Древние спортсмены. Столетия назад даже спортсмены на древних Олимпийских играх в Греции использовали различные стимуляторы. Это просто потрясающе. Интересно подумать о том, как спорт развивался с течением времени. Точно!
Использование стимуляторов показывает, как далеко мы продвинулись в понимании здоровья и честности в спорте. Я согласен. Сегодня существуют строгие правила, обеспечивающие честную игру и безопасность спортсменов. Да, и важно сохранить честную конкуренцию для будущих поколений. Мне нравится, что современный спорт способствует развитию не только физических способностей, но и этических стандартов. Конечно, речь идет о прославлении духа соревнований и уважении к спортсменам. Я рад видеть этот прогресс. Он способствует более здоровому подходу к спорту. Абсолютно. Давайте продолжим поддерживать методы, способствующие справедливости и благополучию в легкой атлетике. Урок 35. Бурные истории. Истории были очень страшными, за моим окном назревал шторм. А нет. Звучит очень интенсивно. Штормы могут быть довольно пугающими, особенно ночью. Точно. Начал завывать ветер и шел сильный дождь. Могу себе представить. Это создает такую жуткую атмосферу, делает все более драматичным. Да, это, безусловно, добавляет напряженности любой истории, которую вы читаете или смотрите. Я согласен. Звук шторма действительно может улучшить настроение и настроить сцену. Удивительно, как природа может создавать такие сильные эмоции с помощью своих элементов. Конечно. Мне нравится, как хорошая история может перенести вас в этот момент и сделать его реальным. Абсолютно. Давайте в следующий раз поделимся этими захватывающими историями. Урок 36. Летние сады. Мне нравится видеть летом петунии и бархатцы. Они придают саду такие яркие цвета. Абсолютно. Они украсят любое открытое пространство и доставляют столько радости. Да, и некоторые сажают подсолнухи, которые к тому же потрясающие и веселые. Я согласен. Подсолнухи обладают уникальной способностью поворачиваться и следовать за солнцем, что просто завораживает. Точно. Их большие головки и ярко-желтые лепестки создают прекрасное зрелище в любом саду. Кроме того, они отлично подходят для привлечения опылителей, таких как пчелы и бабочки. Это правда. Удивительно, как цветы поддерживают экосистему и при этом прекрасно выглядят. Мне нравится, что садоводство может быть одновременно расслабляющим хобби и способом позитивного воздействия на природу. Конечно. Давайте планируем посадить цветы вместе этим летом, будет весело.